Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что нельзя класть в гроб покойному, потому что именно такие вещи, к сожалению, могут привести вас к роковым жизненным ситуациям в вашей жизни. И вообще, таким образом, через эти вещи вы можете дать свое благополучие, изобилие и достаток. Помните о том, что мир мертвых нужно уважать и знать законы, традиции и обряды. Недаром наши прабабушки и бабушки говорили, а вот это нужно знать, но многие по своей, возможно, неопытности и так далее игнорировали. Поэтому очень важно, чтобы вы знали об этом и никогда в жизни этого не делали. Вы знаете, традиция класть в гроб что-то в гроб умершему человеку, это достаточно такая далекая традиция, которая взята из язычества. И на сегодняшний день люди продолжают определенные моменты использовать в своей жизни. Давайте сначала проговорим, что можно положить в гроб покойному. Знаете, есть предметы, которые разрешены, а есть предметы, которые ни в коем случае нельзя. Давайте начнем. Итак, если мы говорим об религиозных вещах и предметах, то в гроб кладут, как правильно, нательный крестик, молитвенные надписи и венчик. Венчик – это такая, знаете, лента из бумаги или ткани, которую кладут на лоб умершего во время похорон. Но помните о том, что все иконы перед погребением нужно забрать. Также в гроб, как правило, можно положить вещи, которые взаимодействовали с покойником. Ну, например, самое понятное, и все об этом знают, это сантиметром, которым измеряли параметры. Также кладут расческу, которым причесывали усопшего. Дело в том, что считается, что вот такой вот предмет, он накапливает плохую энергетику, и очистить его от нее невозможно. И надо ли вам такой гребешок или расческа, которым расчесывали волосы уже покойного. Поэтому в гроб, как правило, кладут расческу. Но помните о том, что вот злые люди, которые занимаются черной магией, могут воспользоваться вот такой вот расческой или гребешком в своих каких-то магических целей. Поэтому именно гребешок нужно понадежнее будет спрятать. Кроме того, обращаем ваше внимание, всегда на любых похоронах вы должны понимать и знать, что у вас должен быть ваше доверенное лицо, которое будет контролировать все процессы, начиная именно сам день похорон и заканчивая, чем это будет. По крайней мере, это ваш должен быть близкий или родной человек, который не так морально переживает тяжело, например, как вы. Какие вещи еще вы можете положить в гроб с умершим человеком? Как правило, это, например, могут быть какая-то одежда, например, парадная форма может быть, например, человек был военный, да, и, соответственно, у него были, например, наградные медали, у него были какие-то его вещи личные, которые он считает, при жизни он считал, что он этого добился, и, соответственно, в дань уважения ему нужно это класть в гроб. Далее, это могут быть какие-то дорогие аксессуары, вот именно личные аксессуары. Ну, например, это могут быть медали человека, да, это может быть какая-то дорогая брошь, как вариант, и так далее, и так далее. Это могут быть даже книги, например. Конечно же, многих интересует вопрос, а часы, можно ли класть часы, наручные часы именно в гроб? Вы знаете, можно, но есть одно но. Помните о том, что это часы должны быть у покойника, потому что носить часы покойника живым людям нельзя, потому что передать вам нужно в мир иной именно эти часы, потому что человека уже нет, и бывает так, что человек уходит из
жизни, с материального мира, и эти часы останавливаются. Вот такие часы не стоит идти отдавать в мастерскую, лучше нужно класть в гроб, потому что это та вещь, которая принадлежала человеку, и он знал и понимал, что это его. Также вы можете положить и другие вещи, которые соотносятся и ассоциируются с покойником. Например, это могут быть очки, это может быть, например, телефон, ну, и, например, да, бывает так, что даже человек при смерти говорит о том, что со мной положите в гроб вот такие-то вот вещи. Вы должны понимать, что если он вам говорит при жизни, вы уже после состоявшегося события вы обязаны это исполнить. Почему? Не исполняя это, вы должны понимать, что потом, когда придет осознание и понимание, почему покойник это у вас просил, вы не сможете уже отмотать время назад. Поэтому, когда вас просят, пожалуйста, выполняйте. Кроме того, бывают такие ситуации, что произошло спонтанно, да, человек ушел из жизни, и вы не знаете, какие вещи или какие-то предметы любимые человека положить. Бывает очень часто до самих похорон покойник может сниться, или к вам могут, например, приходить ваши знакомые, друзья, которые будут говорить, там, ты знаешь, мне снился, или вот у меня такое чувство, что тебе нужно, например, положить в гроб то-то и то-то, или это и то-то. Вы должны интуитивно почувствовать, насколько этот человек искренне действительно говорит, и прислушаться к этому. И это не потому, что это, знаете, для того, чтобы в там загробном мире человек мог как-то по-особому жить и так далее, и так далее. Нет, здесь вам нужно понимать то, что все-таки мир мертвых – это мир мертвых, и здесь нужно эти вот правила, их нужно все-таки стараться выполнять. Да, иногда это сложно, потому что, например, может быть какое-то достаточно дорогое украшение, да, и, конечно же, тогда в таком случае этого не хочется, но вы должны понимать, что последнюю волю покойника нужно всегда выполнять, даже если вам это и не нравится, и вы считаете, что это стоит каких-то баснословных денег и так далее. Что нельзя еще класть в гроб? Нельзя класть обручальные кольца. Их лучше оставить дома и никогда не надевать. Вы должны понимать о том, что как только вы кладете обручальные кольца, то таким образом это кольцо может потянуть и пару, и, соответственно, человек очень быстро может уйти из жизни. Поэтому обручальные кольца, как правило, не стоит никому давать или даже надевать. Также никогда в гроб не кладите деньги, вне зависимости, что это за деньги. Деньги – это в первую очередь денежная энергия, которая предназначена для мира живых. Обращаем на это ваше внимание. В мире мертвых уже банкноты, монеты, деньги не нужны. Это во-первых. А во-вторых, вы таким образом, вне зависимости, вы кладете или кто-то из близких, родственников, вы таким образом отдаете в мир мертвых свою денежную энергию. Этого никогда не стоит делать. Далее, нельзя класть живые цветы. Вообще никакие не стоит класть, даже в том числе и искусственные. Далее, не вздумайте класть в гроб любые фотографии, особенно те фотографии, которые связаны с людьми, на фотографии, которые в данный момент здравствуют, которые живы, потому что таким образом вы эти фотографии, когда кладете в гроб, вы тем самым отдаете вот эту жизненную энергию в мир мертвых. И что произойдет, только покажет время. Также ни в коем случае не стоит класть в гроб и письма, написанные от руки, потому что они, в первую очередь, вы должны понимать, несут энергию живых людей. Если вы должны уметь разграничить для себя энергия живых людей и энергия мертвых людей. Конечно, в тот момент, когда происходит такое трагическое событие, у людей, как правило, знаете, они не думают, потому что, ну, горе есть горе, беда есть беда, и никак.
Далее не стоит класть любые виды оружия. Почему? Потому что, ну, это никак не связано с тем или иными моментами. Далее, что еще не стоит класть в гроб покойного? Также не стоит, вам нужно проконтролировать и то, чтобы, не дай бог, кто-либо в гроб положил чьи-то чужие вещи. Такое бывает очень часто, потому что ведьмы, колдуны проводят свои обряды, и они достаточно тяжелые, эти обряды, да, это, как правило, на смерть такие обряды проводятся, но вы должны, или кто-то из вашего окружения, постоянно проверять и контролировать, чтобы возле умершего, возле гроба никто не находился. Как правило, да, человек подошел, попрощался и пошел дальше. Но иногда вы можете заметить, что человек как бы крутится, вертится и, ну, вот никак не хочет уходить. Вы должны здесь обратить на это внимание, потому что вы не знаете, что кладут именно в могилу, будем так говорить. Далее. Что еще не стоит ни в коем случае класть в могилу? Также вы должны понимать и то, что ни в коем случае вы не должны ничего класть в гроб, связано с вашими именно личными вещами. Многие думают: ой, я положу, пусть будет, как воспоминание и так далее. Еще раз напоминаем, в мире мертвых это уже точно не будет. Кроме того, вы должны понимать и то, что таким образом вы можете нанести вред не кому-либо, а именно в себе. Поэтому все-таки никогда не стоит это класть в гроб. Что еще, друзья, нельзя класть в гроб, это волосы. Здесь имеется в виду не то, что вы специально взяли, расчесывали волосы, да, и бросили буквально пару волосинок. Нет, мы говорим об следующем. То есть человек подходит, например, попрощаться, и ни с того ни с сего может упасть волосинка. Поэтому и очень важно, чтобы на похоронах женщины всегда им были с платком, всегда были с какой-то шалью, с шапкой, чтобы, не дай бог, волосы не упали в гроб, потому что это, вы должны понимать, что это ваше здоровье, волосы, это ваши энергетические антенки. Если, не дай бог, это произойдет, вы должны понимать о том, что человек начинает болеть, у него начинаются большие проблемы со здоровьем, поэтому ни в коем случае делать это не стоит. Также ни в коем случае нельзя класть в гроб также и останки животных. Вы будете удивлены, но есть люди, которые считают, что кто-то считает, что, например, какие-то останки, или, например, человек был охотником, да, и считает, что нет, именно нужно. Нет, ни в коем случае это не должно быть. Обращаю на это ваше особое внимание. И вообще старайтесь в день похорон быть внимательными и осторожными. Пока гроб не будет опущен, вы должны в землю, пока вы должны быть внимательными и осторожными. При этом, когда проходят сами похороны, этот день, да, люди приходят прощаться, как правило, вы не можете проконтролировать, но старайтесь найти человека, так называемого управляющего, который будет следить. Конечно же, скорее всего, возможно, в вашем случае не будет ничего такого страшного, но вы должны понимать и то, что есть такие люди, которые желают в этот момент провести свои какие-то ритуалы, провести обряды. И неизвестно, как это проиграется потом далее. Поэтому не стоит все-таки, знаете, надо уметь контролировать. Да, это сложно в такой тяжелый момент, но помните о том, что ваша жизнь, здоровье очень важное. И это важно не только для вас лично, но и для ваших членов семьи. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, и будьте, конечно же, осторожны.
Также еще один момент, если у вас есть какие-то украшения, которые вот вам, как кажется, вы должны поставить гроб, помните о том, что украшения, особенно цепочка с кулоном, ни в коем случае, если она принадлежит лично вам, да, как подарок от покойного человека в свое время, ни в коем случае нельзя это класть в гроб, потому что таким образом у вас могут начаться проблемы и с шеей, с горлом, либо с грудью. Также обращаем ваше внимание, когда забивают крышку гроба, обязательно нужно следить за тем, чтобы тень живого человека не попала случайно в гроб. И это очень важно, потому что таким образом человек может уйти на тот свет в самое ближайшее время. Поэтому помните, пожалуйста, об этих традициях, помните, пожалуйста, об этих обрядах и не игнорируйте, потому что недаром наши бабки, наши прабабки постоянно об этом говорили. Если вы обращали внимание, они достаточно спокойно к этому относились событию, потому что они многие вещи знали и понимали. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.